Перемирие уже в мае, и не просто мир, а полная перезагрузка политики страны. Что происходит и кто запустил этот процесс? Критическая ситуация. Украина делает официальный запрос, прибудет ли помощь. Взносы на войну не помогли, взятки ФСБ тоже. Известного артиста депортируют из страны. Комплект скандалов для президента, лазейки для российской нефти и удаленное шокирующее видео. Что происходит и как на это реагирует сам глава государства? Об этих и других самых главных событиях вечера субботы, 7 февраля. Только самое интересное и самое важное в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что вы с нами. Будут ли предупреждать российские власти граждан о химической опасности? Или не жалко? Взрывы и пожар на химпредприятии в поселке Редкино Тверской области. Исполняющий обязанности главы региона подтвердил возгорание на, цитирую, одном из предприятий Конаковского округа и заявил, что пострадавших нет, не уточнив деталей. Но пропагандисты все детально уточняют. Российская Минобороны сообщила, что над Тверской областью были сбиты 4 беспилотника. В соцсетях опубликовали видео пролета БПЛА и последующего возгорания. Местные жители также писали о резком химическом запахе рядом с объектом. Редкинский опытный исследовательский завод называют одним из старейших химпредприятий региона. В открытых описаниях фигурирует производство продукции для авиационно-космической отрасли, включая компоненты или виды авиатоплива, в частности, дицилин. Предприятие находится под санкциями. Массовая волна обстрелов энергетики. Москва самоотверженно продолжает бить по украинским мощностям, считая всю Украину военным объектом. Ведь они по гражданским не бьют, только по военным. По всей стране ввели аварийное отключение электроэнергии из-за повреждений после вражеских атак. Укрэнерго сообщает, что ранее опубликованные почасовые графики сейчас не действуют. При экстренных отключениях свет выключается в аварийном режиме, а отменят его только после стабилизации энергосистемы и ситуации с безопасностью. Блоки АЭС были разгружены персоналом. На сегодняшний день по всей территории Украины применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях специальные графики аварийных отключений. Диспетчером Укрэнерго активирован запрос на аварийную помощь от Польши. Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и дронами под прицелом энергетика, прежде всего на западе страны, в том числе район Бурштина с Бурштинской ТЭС, а также Винница. Шахеды атаковали Киев и пригород и другие регионы. На Киевщине после ночной атаки продолжает гореть складской комплекс. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что речь идет именно о складской инфраструктуре компании «Рошен». В Польше временно приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина как меру предосторожности на фоне российских ударов рядом с границей. Польское оперативное командование сообщило, что в небе активизировали военную авиацию для защиты воздушного пространства, а Flight Radar и FAA указали, что ограничения связаны с военной активностью и обеспечением безопасности всего государства. Мирное соглашение уже в марте, а затем всеукраинский референдум по этому же мирному вопросу. Да еще и совместить референдум с национальными выборами уже в мае. Реально? По мнению американской делегации на переговорах, вполне. По мнению здравого смысла, как думаете вы? Напишите в комментариях. Президент Украины оглашает другую информацию с другими датами, но в целом схожую. Американцы предлагают сторонам завершить войну к началу этого лета и, вероятно, будут давить именно по такому графику. Что касается самих американцев, то у них, наверное, просто будет другой приоритет – Конгресс. Все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам, выборам, смене настроений в их обществе. По данным источников Reuters, спецпосланник Стив Уитков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер подталкивают к максимально быстрым срокам, потому что ближе к выборам в Конгресс в ноябре у Белого дома будет меньше времени и политического ресурса на большую сделку. Но украинские избирательные органы оценивают подготовку выборов примерно в 6 месяцев. Срок, к слову, ограничен и украинскими законами. А голосования при военном положении запрещены вовсе. Нужны изменения в законах и по позиции Киева. Устойчивое прекращение огня на время кампании плюс гарантии безопасности. Но даже если политики договорятся, референдум может завернуть любые территориальные уступки.
Шокирующее признание из Киева. Речь идет о покушении на российского генерала ГРУ прямо в Москве. В Украине заявили, что к такому провалу российской разведки они не имеют никакого отношения. Министр иностранных дел страны заявил об этом в комментарии Reuters и подчеркнул, что украинская сторона к покушению на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не причастна. После нападения на него Сергей Лавров обвинил Украину в попытке убийства и заявил, что целью якобы было сорвать переговоры по урегулированию. Washington Post пишет со ссылкой на источники, что покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, замначальника ГРУ, может быть не связано с Украиной, а с внутренними разборками в самой РФ. Бывший высокопоставленный представитель разведки США сомневается в причастности Киева. На фоне переговоров о прекращении войны делать это сейчас было бы безумием, считает он. Источники издания называют более вероятной причиной роль Алексеева в подавлении мятежа вагнеровцев в июне 23 года. Он есть на видео с Евгением Пригожиным незадолго до его гибели. Убедит ли все это российскую пропаганду? Посмотрим, но пока пропагандисты продолжают предрекать апокалипсис. Особенно те, кому и терять уже нечего. Давайте вспомним про ядерную бомбу над Сибирью или про призывы убивать украинцев. Украина движется в ад. А украинская война с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень такой ожидаемой нами всеми победе. Думаю, тут можно сказать, что если по инициативе Киева, то ни одной волосинки не упадет с головы Симонян. Инициатор всего ада – это как раз страна, на которую она работает. Украина либо будет вообще раздербанена, там на нее слюнки капают у Польши, и не только у Польши. Аппетит приходит во время еды. Это выработка желудочного сока у этих волков уже начата. И слюнообразование уже довольно очевидно даже со стороны. Шутки и нерешительность могут ограничить географию, а иногда и годы жизни. Российские власти запретили казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову въезд в страну на 50 лет. По данным СМИ, он прилетел в московский аэропорт Внуково, где на паспортном контроле ему выдали документ о запрете, вынесенном 30 января. После чего он решил улететь в Алматы. Правда, сначала говорил, что денег на билет у него нет, но когда сказали, что в таком случае он полетит в наручниках, деньги нашлись. Что, с Россией есть приезжие? Ну что, русские? Причины в публичных сообщениях формулируются по-разному. Упоминаются интересы национальной безопасности, а также возможное нарушение миграционного и налогового законодательства. Некоторые источники также приводят версию о проверках финансовых операций. Но по данным расследований, ключевую роль сыграл отказ сотрудничать с ФСБ. Комика вызывали на Лубянку, предлагали контракт с Минобороны и отправку на фронт, но он уклонялся. Но, скорее всего, это не гражданская позиция. Осуждать войну комик отказывался и даже переводил деньги в фонды «Все для победы» и передавал мотоциклы на так называемую СВО. Ну а сейчас он может потерять имущество в России на 160 миллионов рублей. Это около $2 миллионов. Они решили отменить русских, начали с меня. Они зачем-то выходили на мой концерт с флагами украинскими. На следующий концерт уже казахи начали выходить с флагами, типа, мстите, понимаете? Россияне массово выкладывают ролики в интернет с необычными обзорами. То, что подтолкнуло их к этому, теперь называют новым трендом. Коммуналка – это новая ипотека. В России после роста тарифов люди массово выкладывают квитанции за жилищно-коммунальные услуги и хватаются за голову. Самый громкий пример из жалоб – почти 40 тысяч рублей за квартиру в 70 квадратов. Говорят, еще в декабре было в 3 раза меньше. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за 2 человек, которые проживают здесь 24/7. 33 829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас последние 2 месяца была коммуналка 11, 10 с копейками. В январе 33. Я не буду за это платить, извините. Если это не единичная ошибка начислений, а новая норма, то дальше будет только хуже. Любая зима превращается в финансовую воронку. Если у вас похожая проблема, присылайте нам, анонимность гарантируем.
сильно вляпался. Очередной скандал с президентом, на этот раз расистский. Трамп осудил, но не извинился за ролик на своем Truth Social, где Барак Обама и Мишель Обама были показаны в виде обезьян. Видео создано, похоже, с помощью искусственного интеллекта. Видео сначала защищали в Белом доме как интернет-мем, но спустя примерно 12 часов удалили, заявив, что пост ошибочно опубликовал сотрудник. Господин президент, ряд республиканцев призывает вас извиниться за этот пост. Вы собираетесь это сделать? Нет, я не совершил ошибку. Я смотрю очень много, тысячи вещей, и посмотрел начало. Там все было нормально. Там был один пост. Полагаю, это была пародия. Кстати, многие люди освещали это. Если посмотреть, это был очень сильный пост в плане фальсификации на выборах. Никто не знал, что было в конце. Если бы посмотрели, увидели бы, наверное, хватило бы ума убрать. Сенатор-республиканец Тим Скотт назвал это самым расистским, что он видел от этой администрации, а Трамп, оказывается, просто не досмотрел до конца. Помилование для Индии. Российский бизнес таки получает долгожданную лазейку. Трамп подписал указ об отмене штрафной пошлины 25% на импорт из Индии. Ее вводили из-за закупок индийской стороной российской нефти. Индийские товары больше не попадают под этот дополнительный сбор. Президент США объявил о торговой сделке с Индией. То есть США снижают пошлины на индийские товары, а Индия взамен обязуется прекратить закупки российской нефти и снизить торговые барьеры. На этом фоне Индия уже урезает импорт нефти из России, по оценке Reuters, ежемесячно уменьшая суточную норму на 200 тысяч баррелей. Трамп отдельно заявил, что после разговора с премьер-министром Нарендрой Моди тот согласился остановить закупки, и это, по версии Белого дома, должно ускорить завершение войны России против Украины. Редчайшую гигантскую медузу-призрак нашли ученые из океанографического института Шмидта. Они сняли ее у берегов Аргентины. Глубоководное животное с почти инопланетным видом. По данным публикации о находке, это одно из очень немногих документальных наблюдений вида за более чем 110 лет, а видео быстро разошлось в соцсетях. Эта медуза может вырастать примерно до 11 метров в длину. При этом для человека она не опасна. Ее ленты щупальца нужны, чтобы ловить планктон и мелкую рыбу. А в прошлом выпуске мы говорили про бунт на оккупированных Россией территориях. И самое странное, что Москва, похоже, не против. Европа готова говорить напрямую с Путиным, но ставит одно жесткое условие. Какое именно и что в ответ сказали в Кремле? Крупнейший шпионский скандал. Секретные документы НАТО попадали прямо на стол к диктатору. И это, судя по данным, не первый прокол такого уровня. Параллельно дело Эпштейна расследование хотят запустить уже в Европе. И официальное заявление ЕС. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже завтра.